И что же, первый медный слиток сюда! Что произошло? О, привет! Мы получаем божественную руну и... Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир и добро пожаловать в третью серию прохождения сборочки Vortex. Ну что же, начинаем. О, что же здесь произошло? Не бей. Что же здесь произошло, вы меня спросите, а я вам сейчас отвечу. Справа, слева или слева, сверху сейчас появился таймлапс, как я вот это все выравнивал, как я эту всю переделывал, как я эту всю территорию сделал. И также вот столько ресурсов у меня по итогу получилось накопать. Нормально так, довольно много на самом деле. Куча всего здесь чего-то недобытого. Тут, например, медь, осмий, уголь. Да, ну то есть, правда, некоторые вещи я могу добыть, а некоторые не могу. И что же, на чем мы остановились в прошлой серии? Мы наконец-то начали заниматься пчеловодством, начали развивать понемножку ботанию. Остановились мы на том, что нам нужно найти медь, потому что без меди, ну, мы ничего не добьемся. Вообще ничего. Я пчеловод, грыза пчелов. Вы дошли до этого этапа и совершенно не понимаете, что делать дальше с пчелами. Что же, совсем немного, но мы вам подскажем. Чтобы получить медь, а впоследствии железо, потребуется специальная медная пчела, что выводится разведением двух других пчел любыми цветами. Те пчелы, в свою очередь, ловятся приманиванием диких пчел к разным пчелиным гнездам с помощью медового угощения. Что за пчелы и улья можно посмотреть в GE. По такому принципу вы можете приманивать, разводить и в целом выводить различные виды пчел, что дает не только мед, но и полезные для развития ресурсы. Обязательно подготовьте замкнутое пространство для разведения пчел, иначе летят. Получаем за этот квест, получаем земляное, и каменное, и тростниковое. Что? Пчелиное. О, как. Мы за это можем получить награды какие-то. И чё? Да, вот на этом мы, собственно, и закончили. Нам дальше нужно изучать медь, потому что из-за меди мы сможем сделать кучу другого всякого. И, кстати, вот, собственно, что нам надо сейчас сделать. Это вот такую вот штуку. Делать она в целом довольно просто. Это нам надо сейчас взять 4 жизни дерева, таким вот только образом. Получить 2 веточки, взять еще... Я не помню, что там надо еще, если честно. Жизни камень взять. И сделать еще один жезл строителям. Но пока перед этим, как делать ту ратушу, я хочу наконец-таки взять сейчас продвинутый дубовый улей. Каменное пчелиное гнездо пока и земляное, и тростниковое пока выложим. Пока что. У нас есть с собой уже яйцо призыва медной пчелы. И также желательно сделать один костер для того, чтобы наши там пчелы медные не офигели вообще в край. Чтобы они себе спокойно там могли находить... Что я делаю? Чтобы не улетели никуда наши пчелы. Потому что... Так как я сказал в серии, я немного покопался, и вы могли заметить, что в конце таймлапса, если мы сейчас спустимся вот сюда, то мы здесь пока еще не увидим. Кстати, криперов здесь можно не бояться. Крипер здесь... О, спасибо за интернет. У них хп, правда, много, но... Здорово. Урона они не наносят столько же, но вот это меня сейчас больше всего интересует. Медь. Друзья, это медь. Я на самом деле могу небольшое количество добыть. Я даже добыть медь, извините. Я даже медь не могу добыть. И, кстати, то, что здесь монстры есть, это тоже очень хорошо. Ну ладно, давай поставим сюда улей. Пока давай избавимся от этого крипера. Спасибо. Еще и от зомби. Что, сражаться разучился или что? Ой, так. И ставим теперь под низ костер. И спавним медную пчелу, да? Или нет? Или вот так вот. Во! Она сейчас у нас здесь сидит. Взрослая, тип ульевая. Продуктивность обычная, устойчивость к погоде никакая. Время активности дневное, выносливость низкая, темперамент пассив. Предмет для разведения любой. То есть, по сути, это медь. Правда, теперь интересно, что ей надо. Если ей надо мед в целом я могу ей достать. Для этого мне надо подняться сейчас аж на самый... Хотя можно на улице ночь, кстати. Да, на улице ночь из-за этого, скорее всего. Ой, крипер, отстань. Надо сейчас будет куча факелов сделать, на самом деле, чтобы меня здесь монстры не докучали. Потому что угля у меня очень много. И дерево желательно высадить на всякий случай. Вот, у меня на улице здесь куча всего попоявлялось. Где тут скелет был, я слышал. Нет, значит пошли спать пока что. Потому что реально монстров довольно сильно много. Поэтому лучше сейчас сделать довольно много факелов, я сказал. Очень много факелов. И где-то порасставлять. Не знаю, если тут на команду и всем, я бы мог спокойно сейчас посмотреть участки, где у меня темно довольно. Но в целом, я думаю, и так довольно хорошо видно, где у меня темно, где нет. И также мы сегодня построим ратушу. Что мы еще сегодня сделаем? Мы добудем медь, мы добудем железо.
Но насчет железа я в это очень надеюсь, что мы сможем его добыть. И также, кстати, мы сможем разблокировать. Я, правда, не знаю, когда. У нас же есть вот скрижаль неба. Вот, за выполнение заданий в мире начнутся спавниться ванильные структуры, постройки. И также мы научимся создавать железное и алмазное мудирование. Мне нужно убить 8 зомби, 7 скелетов, 3 крипера, поймать удочкой 5 тресов. Но это в целом небольшая проблема, на самом деле. Я думаю, то, что можно будет построить какую-то фармилку. Учитывая просто то, что я сейчас нахожусь в замкнутом пространстве, не способствующие спавну большого количества существ вокруг. Кстати, это нитки, та же самая удочка. Да, то, что не способствует спавну мобов в большом количестве. Из-за этого, если я сделаю какое-то замкнутое пространство, где они будут спавниться, благодаря этому они будут в большом количестве у меня спавнятся, и я буду добывать довольно много ресурсов. Поэтому это тоже нужно будет иметь в виду на будущее. Есть, пока мы сейчас поставим факелочки. Вот скелет, я сейчас, скорее всего, кстати, еще и умру. Ну, логично. И вот, кстати, та самая капсула времени, о которой говорилось. Я правой кнопкой могу ее активировать и обратно вернуть свои вещи. Так. Не, то, что здесь скелеты вот эти бесячие, это, конечно, сильно моментами набредает. Не, но мне они нужны с другой стороны. С другой стороны, мне они бы сильно делись. Но вот сколько у меня уже скелетов? 3, у зомби 4. Да, нам надо выполнить эти квесты 100%, чтобы... Потому что мы в этой серии, скорее всего, уже добудем даже железо. А что толку мне от железа, если я железный инструмент взять не смогу? Кстати, криперов мне желательно убивать на самом деле. Потому что криперы мне нужны тоже на убийство. И вот видишь, они спавнятся сейчас только здесь. Да что у нас там пчел? Ей чего-то не хватает. Видишь? Медь есть, здесь все есть, но при этом она что-то хочет. Подожди, улей. Двинутый магический. А, ну магический. Может тебе реально медь нужна? Ой, медь говорю. Может тебе надо бутылочка с медом или просто бутылочка, кстати, обычная. Ох, сколько тут скелетов. Ой, как я сейчас хорошо могу отхватить. А еще сзади крипер, кстати. И вот уже нужно 3 крипера даже. Тихо. Раз. Ай. Все. Отлично. Треску, я думаю, выловить будет вообще не беда. Треска, я думаю, вообще очень легко будет получаться. И главное сейчас вот здесь все поосвещать, чтобы никто здесь не мог спавниться. Вот, пожалуйста, вот тебе крip. Нет, тварь. Вот еще. Тихо, покушать надо, чтобы не умереть. А то я очень близок к этому. А он даже, наверное, сюда не сможет протиснуться. Смотри, видишь, он даже сюда не может протиснуться, по сути. Да. По сути, я выполнил задание с... Да, вот, видишь, я выполнил задание с крипером. Осталось одного зомби и 2 скелет. И я выполню себе квест. Также, кстати, надо не забывать еще выловить рыб. Вот тебе и скелета 2. А мы, кстати, сейчас как раз их и убьем. Оп. Готово. И получаем, кстати, ботинки и рюкзак. Кстати, рюкзак. Это очень хорошо. Ведро, железо, пластинка. Кстати, на самом деле, мне сейчас довольно сильно повезло. Прям я бы сказал, ну, очень сильно. И что интересно, кстати, смотри. Я могу открыть путевую точку. То есть я могу создать мет. Но при этом телепортироваться по ним я не могу. Да, интересно. Сделано прикольно, мне нравится. О, эпическая рыба, здорово. А давай я себе сразу же тебя заберу. Если я смогу, конечно, это сделать. А не смогу, потому что вода находится там аж. К сожалению, прости меня, рыбка. Будешь ты... О, здорово. А чё ты, как ты? Соты! И благодаря этим сотам я могу выбить рудную медь. Ура! Победа! А теперь интересно, вот смотри, здесь написано, вот видишь, 1 капелька. Скорее всего, мне нужно будет собирать как раз таки... Что мне надо будет собирать? Скорее всего, как раз мне нужно будет собирать отсюда только мед. А соты, ну соты я и так буду собирать. И так нужны. Вот видишь, она теперь... Она куда-то что-то. А куда ты что? А что? Куда? А где? Но она во всяком случае где-то здесь будет летать. Хотя, кстати, желательно, чтобы она вообще не летала никуда. Да, на самом деле не надо, чтобы она вообще куда-то хоть летала. Надо, чтобы она оставалась на своем месте и все. Потому что я сейчас так просру медную пчелу. И так же самое и с остальными, да, потому что они могут улететь. Вся история моя закончится. Окей, пошли тогда пока наверх. Возьмем сейчас бутылочки, на всякий случай. И возьмем блоков для того, чтобы там закрыть нашу пчелу, чтобы она никуда не вылетала. Я боюсь, что реально сейчас медная пчела летит и все. И ББ. Вот, кстати, еще накопилось много этих. Ты что тут делаешь? Накопилось много прикольчиков. Фига себе выложил. Дай мне это. Оп.
Хорошо. Я собираю сейчас довольно много сот для того, чтобы делать продвинутые ульи. Вот видишь, у меня уже 40. Я могу, по сути, уже сделать какой-то новый продвинутый сот. И, к сожалению, я не знаю, правда, насколько я могу улучшить эти ульи. Вот, например, да, продвинутые я-то могу, но это ж не все. То есть я могу из продвинутого, наверное, что-то сдвинутый, продвинутый улей, продвинутый дубовый. Можно его покрасить, можно... Это дело получать сот. То есть, по сути своей, какой-то разницы между ними нет. Но если нету, то и бог с ними. Сейчас давай только я возьму дверьку. Также возьму, давайте булыжник. Булыжника у меня достаточно. И возьмем также... Блин, а медовые угощения, кстати, есть от этого? Особое место в сборке относится к пчелам, развитие которых построено вокруг модификаций. Первых пчел можно купить, цветочками можно расплодить. Каждая пчела опыляет определенное растение или блок, за счет чего производит в улучшенном улей соты, мед и соответствующий слизь для опыления ресурсов. На первых порах вам понадобятся самые разные виды пчел, которых можно приманить, используя в медных угощениях. Ага. То есть все-таки вот эти вот как раз гнезда нужно поставить, но при этом желательно их закрыть. Хотя зачем? Раз. Вот видишь, пустое гнездо. Вот это. Чё? А я ничего не могу. Так, давай тогда возьмем 2 пчелиных угощения. Кликни вот задание. Где она только? Вот пчеловодство, вот медовое угощение, бутылочка. Большая пчелиная книга. Кстати, вот что нам надо. Пчелиные клетки нам нужны. Здесь получим яйцо призыв. Вот, да, видишь? Получаем клетку, стойка. Крепкие пчелиные клетки можно выторговать. Их основное отличие от обычных в том, что они не ломаются после... Коробка расширения. Коробка расширения ставится вплотную к продвинутому улью и расширяет его возможности. Во-первых, расширенный улей может держать не 3, а 5 пчел. Во-вторых, это добавляет слот под пчелиные улучшения. Продвинутые улья. Если ресурсные пчелы будут жить в обычных ульях, то будут производить обычные, а не ресурсные сот. Для решения этой проблемы нужно создать продвинутый улей. Ну, логично уже сделать. Пчелиная кормушка. Не перепутайте с полублоком. Пчелиную кормушку можно получить блоки опыления для пчел, дабы не засорять ими пространство. Вместо всего в кормушке 3 слота. Ставьте плиту. Ставить плиту нужно не на уровне улья, а на блок ниже. Иначе пчелы с улучшением симуляции не смогут видеть эту кормушку. Шлем пчелиное гнездо. Для того, чтобы предотвратить агрессию к вам со стороны пчел, необходимо начать вот это вот, собственно, вот это вот. Злые пчелы не будут атаковать, и 30% на счет вылета капчелации при получении. Пчела. Понял. Ну окей, получается дальше нам нужно... вот, кстати, что-то еще. Салуй. Основной способ выведения новых пчел — это их скрещивать. Ну, это ясно в курсе я. Ладненько. Значит, нам нужно тыкнуть 1 и 2. Восстановление переселения. Еще то. Еще 1000... Сколько? Ого. Что-то много на самом деле. Ой, с добрым утром. А что ты тут делаешь? А вот, кстати, как раз об этом я, скорее всего, и говорил вам. Из-за того, что... Я так могу уже сделать? Не могу. Здесь мне реально собирать надо. Кстати, зомби я слышу. Спасибо. Сколько мне там? Мне осталось только 5 сырой трески выбить. Пчела! Ты что здесь делаешь? Надо сейчас дождаться, пока сделается мед. Именно в хотя бы одну штучку. Уже 2 даже. Уже даже 2 есть. Ну, я думаю, даже 2 хватит. Только давай возьмем сейчас бревно. Делаем доски. Сделаем сейчас так называемую 2 пчелиные клетки, только аккуратно. Я понял, спасибо. И получаем обратно бревно жизнь дерева. И теперь где вопрос моя пчела? Медная пчела. Так, тут 3 пчелы. А где медная? Вот это? Да. Иди сюда, пчелка. Да, медная? Медная. Все нормально. Собери их. Одну. Спасибо за достижение. Или это квест? Достижение. Окей, пошли тогда обратно. Сейчас мы закинем обратно нашу пчелку. Закроем ее. Вот видишь, они улетают. Потому что они пытаются куда-то залететь. А из-за того, что у них это не получается, улетают. Так, а где, откуда? Ты еще и так. Спасибо. Откуда вы здесь появились? На вам факт. И еще. Итак, вот наш улей. Давай мы сейчас сделаем, я не знаю, давай вот такую где-то коробочку сделаем. Не сильно большую, но не сильно маленькую, так, чтобы она могла здесь в свободном полете, так скажем, могла опылять себе медную руду. Без каких-либо на то проблем. Только сделаем даже на 1 блок повыше. Поставим туда и факелочек, и все, что ей надо. Поставим, пусть она тебе там кайфует. Так, дверька. Раз.
Все, здесь давай вот этот блок сломаем, поставим сюда 2 факелочка, и пчелка вылезай. Все, она со временем поймет, что она сейчас находится у себя. Вот, видишь, начал надо. Вот тебе и соты, вот тебе резервное копирование, вот тебе, кстати, сот. А где эта подзадача выполнена, кстати, мне интересно. Ну ладно, пошли тогда пока домой. У нас одна штучка уже есть. Правда, главное, чтобы прокнул сейчас шанс на 40%. То, что у нас выпадет, это что? На самом деле, я бы симуляцию сейчас. Итак, 12 хватит для пчелки, чтобы она просто все время прогружалась. Потому что если она прогружаться не будет, будет довольно обидно. И также нам желательно, как мне писали в комментариях, кстати, сделать кирку на шелковое касание. Потому что без нее будет очень довольно тяжело выращивать все это. Поэтому нужно будет сделать. Итак, разливочная нет, надо же на центрифуга. Вот у нас начался потихонечку крафт. И по итогу мы получаем первую свою рудную медь. Ура! Теперь мы можем ее со спокойной душой переплавить. Правда, у меня нет угля. Ну как, у меня есть вот древесный. Да. Давай, кстати, еще выложим всякое ненужное. И, кстати, еще давай сделаем сейчас удочку. Удочка, где мои нитки? Давай, где у нас? Раз, два, три. Раз, удочка. Теперь, так как у нас есть ведро с тобой, где-то оно, вот оно, мы можем сделать сейчас небольшой участок 3 на 3 для того, чтобы мы могли выловить здесь рыбешку. Ну, логично для того, для чего. Так, давай только я сделаю маленький туннель 3 на 3. Раз, два. Думаю, ничего страшного, потому что там железо есть. И так, раз, два. Все, делаем здесь бесконечный источник. Вот так вот. Все, бесконечный источник у нас есть. И теперь можно со спокойной душой ловить себе рыбу. Только нужно дождаться, пока она выловится. С таким-то красивым оазисом, я думаю, не сильно у меня получится рыбку выловить на самом деле. Ну, попробуем, что. На 3 на 3 вроде бы можно ее. Во, пожалуйста, вот тебе сырая треска первая. Давай, я не знаю, пока оставим. Давай возьмем пока первую медь. И что же, первый медный слиток. Сюда! Задание завершено. Вот она, первая медь. Получаем еще кусочки рудной меди, благодаря которым мы можем создать еще... Подожди, может у нас какие-то есть другие варианты? Ну можем сразу в кусок... Ну я не думаю, что от этого сильно большой смысл есть. Можно пока просто вот так вот сделать. У нас во всяком случае пока нету достаточного количества для создания кирки, к примеру. Пока нам наловить 5 тресок для того, чтобы выполнить задание. И также, кстати, сейчас мы сделаем ратушу, наконец-то, и поставим ее где-то... Да, вот сюда. Хотя нет, наверное, лучше сначала вот эту всю территорию разровнять, чтобы здесь не было железа, угля, осмия, камня, все. А уже потом поставить ратушу, чтобы оно не мешалось. Потому что оно, скорее всего, будет мешаться. Мы же получим за это руну, кстати, очень крутую, легендарную, там прям сверхкрутую. Окейнсит, вот здесь, вот она, божественная. Здесь мы получим какую-то штучку интересную. Так, а мне интересно, вот я выловил 2 трески и лосось. Оно считается за... 3 штучки? Нет, оно считается только за 2. Жаль. Воу. Вау. И что? И как? И что это сейчас значило? Начались, я так понимаю, спауниться где-то структуры, и плюс ко всему я могу создать медное снаряжение, да? Я же правильно понял? Я же правильно понял? Надеюсь, да. Скорее всего, кстати, я еще могу, ну, в будущем получать другие архивы, вот эти вот, где я смогу выполнять задания различные. Потому что если это так, это будет вообще крутизна. Так, и что там наша пчелка? Приветик. А вот тебе, пожалуйста. Давай сразу же соберем. Поставим сюда бутылочки. Она со временем будет вырабатывать здесь мед. Потому что накопилось пока 2. Вот видишь, она пока делает эти вот штучки. Теперь мы можем спокойно пойти и переработать этот вот кусочек медной руды. Кстати, мне интересно, я могу здесь чисто в теории оставить метку? Вот, пчела, медь. Вот, и она же здесь, по сути, должна сейчас появиться. Да? Теория теорией, но в практике что-то совсем... Ну, скорее всего, из-за того, что я нахожусь в барьере, она и не работает, потому что... А зачем в таком барьере использовать карту? Логично. Поэтому, скорее всего, разработчики из-за этого и отключили все. Ну, ладно, что. Ладно. Давай попробуем сейчас переработать и вот эту вот пробуем. И давай. Надо еще один слиточек, и будет просто вообще бомба прекрасно. Будет прям вообще крутизна. Ай, не повезло. Вот здесь, кстати, интересно. Восстановление поселения. Еще, ну еще 10 минут, и она, я так понимаю, выставит нам... Блин, на самом деле я тогда бы огородил. Чтобы, если что, даже тут что-то, кто-то там появится. Пусть они не вылетают отсюда, а пусть они себе сидят здесь и не высовываются. Потому что я же говорю, терять как-то я их не хочу, поэтому пусть пока вот так вот будет. Ничего страшного, выглядит оно несуразно, но сделаешь. Пошли спадки. Сейчас отправимся за пчелкой, надеюсь, она вырвет новую штучку.
Все ближайшие источники воды наполнились грязью. Сегодня вам не стоит купаться. Это что значит? Я боюсь, ну давай. Отравление. Реально не стоило бы. Это мне же написали прямым текстом, зачем я пошел купаться-то, ё-моё. Так, давай добудем. И, кстати, вот смотри, допустим, у нас уже куча сот есть. Можно как-то уже начинать прям развивать нашу культуру, потому что, вот смотри, для создания, ну, давай, лиловый, их где тут есть? Кациевый, тропический, лиловый есть. Нам для него, по сути, надо лишь костер. Единственная проблема. Обычный улей. Просто я хочу вот эти вот нет, подожди, я знаю, что я хочу сделать. Я хочу сейчас сделать шляпу, вот эту вот, которая... Азы. Ребят, я себе позволю. Это мне, скорее всего, нужно будет дождаться, пока здесь нигде не будет пчел, как-то аккуратно, вот отсюда, типа, знаешь, сломать нахер и забрать этот улей. И только благодаря этому я смогу поменять здесь улей. Других вариантов я пока не вижу вообще. Вот смотри, они тупые вообще, Вась. Они тупые. Куда они летят? Вот куда они хотят лететь? Вот куда? Вот для этого и нужно закрывать, того, чтобы они летали. Вот я медную закрыл, вообще кайфую себе, добывать нам медь. Вообще с удовольствием. Вот я выйду сейчас, заберу сейчас медную соту. Выйду себе обратно, пойду, сделаю сейчас кирочку, добуду железо, начну свой бизнес, продавать нефть, летать в космос, создавать антиматерию. Вот так вот делается бизнес. Учитесь пока, вот, ну, реально, пока есть возможность, ну, учитесь. По моим советам, ну, никто не прогадает, я вам отвечаю. Совет, вы добьетесь лучшего успеха, я считаю. Окей. Это я прям чересчур заболтался. Давай попробуем закинуть эту медную соту в центрифугу. Может получится сейчас переработать ее и получится у нас медь. И также, кстати, я же могу... Вот подожди, вот смотри. У нас же здесь по факту есть немножко... сот. Ай, не получил. Я же могу сейчас переработать сот и получить мед, а уже впоследствии этот как раз мед использовать вот здесь на вот этом вот улучшении, медовом угощении. Если я его сейчас тыкну, интересно, вот на вот эту штуку. Ага, оно просто ускоряет. То есть в теории оно не прям, чтобы очень круто что-то делает, оно просто ускоряет выработку. Я так предполагаю, нужно 300 миллибакетов меда для того, чтобы получить, или 250 миллибакетов для того, чтобы получить всего лишь одно единственное медовое угощение. Окей, ладно. Но чтобы создать еще одну пчелу, это либо медную пчелу с медной пчелой надо будет все крестить, так сказать. Либо, кстати, я не знаю, если медную пчелу, например, с обычной пчелой схрестить. Там же есть, по сути, шанс 50 на 50. Я могу получить как медную, так и обычную. Чуть не работает. Потому что, видишь, здесь типа в камере разведения надо положить именно кристаллическую и пепельную. Получится мед. Пепельная, как мы смотрели, это вот благодаря появлению пчел можно получить пепельную. А вот кристаллическую мы можем получить только лишь в Незерском. Значит, нам нужно получить листорезку, которая спавнится тоже в земляном. И что еще? И каменщица, которая тоже падает отсюда. То есть, по сути, нам нужно просто очень много долбить пчелиное гнездо, и нам не надо будет заниматься вот этой вот непонятным количеством разведений. Куда ты полетел? То есть, по сути, да, нам реально нужно очень много вот этих вот земляных пчелиных делать ульев. Ну смотри, окей, земляное. Вот. Нам нужно взять деревянный меч и просто тыкнуть каменистой землей. Это просто земля и гравий. Ну, гравий есть. Земля тоже есть. Но я могу, кстати, сделать подозрительный гравий. Вот каменистую землю и мечом, да? Но надо именно деревянный. Ну давай сейчас мы сделаем деревянный тебе. Подожди. А как деревянный? Жизни дерево тебе. О, здесь крафты, конечно, ребятки, серьезно. Так, ну давай попробуем. Очень серьезно. О, да ты у нас, я так погляжу, прям сильно хочешь много от меня дерева. Я дерево не добывал, кстати, и не посадил его, кстати, даже. Очень прикольно. А у меня дерева больше... А нет, есть еще. Ну давай, допустим, еще 3. Сделаем меча. Как раз хватит на... Ну да, как раз хватит ровно. А вот так вот, давай. 3 меча. Сейчас мы просто сделаем 3 улья, поставим их туда же. Закинем на каждое медовое угощение, которое, кстати, уже сделалось. 4 штуки как раз. Поставим их куда-то вот сюда. И просто делаем чик, чик, чик и чик. Все. И теперь нам нужно ждать сколько? 20 минут получается ждать. Здесь всего лишь чуть-чуть уже. Здесь буквально минута уже осталась. И у нас получится первые пчелки. То есть давай исключать. Пепельная шахтерская. То есть давай просто вот так вот сейчас мы сделаем. Вот эти все мы уберем. Вот пепельная пчела, это у нас вот здесь. Появление, она появляется именно в земляном. Далее, кристаллическая. Это нам надо, получается, получить пчелу, листорезку и каменщицу. Листорезка это тоже в земляном. И лесник это тоже в земляном. Ну ладно, каменщица
Камень там появляется, окей. Все, по сути, нам вот такие вот пчелы надо для того, чтобы развести большое количество пчел и получить хотя бы одну медную, вследствие делать железную, после этого делать алмазную, там уже, да, ну вы поняли, да, мой смысл действий. Но пока, да, пока нам нужно создать хотя бы еще одну медную пчелу, и потом уже начинать делать... А хотя, подожди, я где-то уже вроде бы видел квест, ну это квест, наверное, то, что типа увидишь, вот где-то вот, типа вот, любой деревянный, видишь, это пчела-каменщица, пчела-копалка, шоколадная, листорезка, ну то есть, по сути, даже еще нужно, еще надо, чтобы оно прокнуло. Вот что самое интересное, надо, чтобы оно еще и прокнуло, потому что оно еще может и не прокнуть. Но имея в виду на ту пчелу, которую... И, кстати, самое интересное, а как делается именно вот этот вот блок? Ого! 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 А чё так тяжело? Я думал... Проще крафт будет, орал. Не, ну, блин. Нужно медную пчелу просто никак не получить по-другому. Вообще никак, по сути. Только лишь через вот эту штуку. Ну, допустим, да, окей. Дополненный сплав — это слиток цветущей стали. Цветущая сталь — это торговля с эльфами. Либо пчела вот эта вот, эльфийский металл. Это сталь или медь. Ой, да не. Рудная медь, отлично. Давай мы ее сейчас переплавим. И по сути, теории, сейчас мы избавимся вообще полностью от проблем с инструментами, да? Давай вот задание у нас в пристанище, вот. Да-да-да, сделать инструменты первые, но медные во всяком случае. Делаются, кстати, слава богу, хотя бы обычным крафтом. Давай, чик, чик. Медная кирка. Вот это ему все выбрасывать и пойти добывать себе железо. Да? Да, я могу добыть железо. Третья серия накануне. Вот эта третья серия. Я только в третьей серии смог добыть железо. Третий. Это, наверное, рекорд, потому как я добыл железо. Ну, по длине имею. У меня максимум я мог... Не знаю, ну в серии 2 потратить на то, чтобы получить железо. Но чтобы 3, это прям сильно. Не, ну нам, кстати, во всяком случае нужно еще будет нафармить меди для квеста. Так, давай, на тебе уголечек, на тебе железка. Плавься, браво, плавься. И, кстати, у нас на самом деле забиваются довольно сильно наши инвентари. Потому что, видишь, даже я сейчас выложу, все, у меня места, по сути, нету вообще. Я вот, все забито у меня здесь. Куда мне это все складывать? Их его знает. Давай спать. Ой, событие подошло к концу. Хорошего дня. Спасибо. Доброе утро. На улице радуга и поздняя весна. Начинает скоро лето. Давай соберем морковку. Пусть будет. Только куда-то складывать надо. Это... что у меня здесь делают эти вот ресурсы? Че вообще? Окей. Ну и что? По сути, мы уже можем поставить... Ой, железо. Ой, железо. Я не знаю, я так еще железу никогда не был рад. Но я же, по сути, могу создать... Да. Железная кирка. Я не знаю, я никогда так не был рад обычной железной кирке. Эта сборка творит чудеса. Ты реально получаешь удовольствие от того, то, что ты сделал железный... Что произошло? Привет. Кого же это занесла нелегкая на нашей земле? Как величать тебя? Не нужно, не говори. Я по глазам вижу. Судьба поиздевалась над тобой сладострастно. Но ничего, теперь все наладится. Уж поверь. Ладно. Ох, что ж, старый совсем забыл представиться. Меня зовут старейшина одной из существовавших где ранее на землях этих деревень. Болезнь, голод и бедствия совсем уж опустошили наше поселение. Юнцы разбежались кто куда, а из стариков лишь я остался. Теперь бродяжничаю, ищу кров над головой. Послушай, путник, вижу, ты полон неимоверной сил. Не изволишь ли помочь мне? Останови деревню, сделай милость старику, а я помогу тебе добрым советом до мудрости непомерных лет моих. Так, с чего же начать? А, да, точно. Ратушу ты уже создал. Теперь следует подготовить строителя. Возведи его здание и прикажи работнику начать застройку главного здания. Не переживай, мой юный друг. С таким силищем все по плечу. Я еще покажу тут рядом. Но не забывай старика. Скоро мы снова увидимся. Ладно. Я так понимаю, куда? Старейшина. Ладно. Я не ожидал, что настолько все будет. Мы получаем божественную руну и... Вау.
Ау, ай. А где? Подожди, что? Подожди. Барьера больше нету? Подожди. Вы сможете убрать... вы сможете расшириться до 1000 блоков, а на последнем этапе и вовсе убрать барьеры и ограничения в виде кристалла на своей голове. У меня он пропал. То есть, подожди, если я сейчас в теории поставлю сейчас прогрузку 32 чанка, да, барьер полностью убрался. Да ну, реально? Это у меня сейчас комп начинает немножко жужжать, я прям слышу на фоне. Ну и вправду, смотри, у нас теперь нет никаких ограничений. Ну как, в теории они есть, но на практике-то их нет. Смотри. Ладно, давай верну я обратно чанки, а то прям, ну, у меня компьютер реально начинает сильно шуметь. А что у нас дальше? Эссенция магии. Ночь была временем магии. Третья, но не по важности эссенция, которую вы откроете, это эссенция магии. Создать ее можно в башне чародея, передав чародею-поселенцу все необходимые ресурсы и запросив крафт в почтовом ящике. Эта эссенция используется во всевозможных мистических рецептах и ритуалах. И первое, что вам следует сделать из нее, ключ от зимней тропы. Дальше вы поймете для чего. Вот оно-ка. А здесь дальше мусорка. У каждого свои недостатки. Все излишки производства или просто ненужные предметы вы можете перерабатывать в мусор, используя мусорку. Впоследствии из мусора можно создать восстановители, которые позволят чинить вещи в инвентаре. Кстати, это довольно прикольная штука. И мусорный сплав еще можно будет создать. И жесть. Но по сути своей нам дальше нужно стремиться по вот этой линии для того, чтобы получить компас природы. То есть это нам нужно добыть вот этот вот рудный магнетит. А скорее всего я его и не добуду на самом деле. Скорее всего. То есть нам надо будет просто где-то искать. Ну все, да, получается, нас больше ничего не останавливает, и мы можем отправляться в путешествие. Кстати, мы по сути еще можем улучшить этот рюкзак, да, вроде? Если я не ошибаюсь. Давай сейчас, конечно, попробуем это сделать. Сомневаюсь, что у меня получится. Ну да. Я так предполагаю, крафт медно. Железный никак не... можно, ладно, можно получить. Лазеритовый как делается? Ну ладно, тут хотя бы как-то оно-то и получается. Окей, ладно. Да, у меня теперь нету вот этого вот на голове кристалла. У нас теперь, по сути, нет никаких ограничений в действиях. То есть, по сути, мы реально теперь полностью свободны от всего, и мы можем идти искать новое место для нашего дома. Прикольно. И, скорее всего, этим как раз-таки мы займемся. Потому что, а что нам здесь терять? Я поэтому и не хотел сильно развиваться здесь, для того, чтобы как начинать много чего получать. Так, медная пчела, привет. О! Ты уже много чего подобывал. Ну-ка, я у тебя, пожалуй, возьму 5 бутылочек. Пусть она пока фармит, ничего страшного. Медь нам в целом не сильно теперь нужна на самом деле. Потому что у меня теперь куча железа есть. Не, ну во всяком случае, что? Она будет у нас фармиться. Скорее всего, медь нам понадобится еще для многих рецептов. Не стоит так сильно ее обзывать, так скажем. Медь еще пригодится, мне кажется, и не один раз. Окей. У нас есть ратуша. Старейшина, я так понимаю, куда-то пропал. Потому что его здесь нигде нету. И, скорее всего, ничего страшного, если я буду куда-то внезапно переезжать, так, знаешь. Подумал, догадал, думал, сейчас он как выживет, сейчас он как круто все сделает. Построит деревню, мы здесь кайфанем. И по итогу бух. И он решил просто взять и переехать. Крутой. Ну ладно, тогда что? На этом я тогда буду постепенно заканчивать. Только давай перед этим я попробую сделать еще кое-что. Да, я могу сделать и броню себе. Только, кстати, аксессуары у меня пропали. То есть, ну, ничего страшного. Я думаю, то, что я рюкзак сниму, я его все равно могу взять и открывать. И, да, на этом я буду тогда постепенно заканчивать данную серию. Мы в этой серии полностью разблокировали барьер, сделали медную пчелу, и также начался сюжет. Мы нашли какого-то старейшину, ну как, он нас нашел по сути. И что же будет дальше, узнаем в ближайшем будущем. Спасибо всем огромное за просмотр, подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Переходите на ссылочки разработчиков данного сезона в описании в Discord, в Telegram, на сайт, покупайте сборочку, играйте в удовольствие. Ну а мы еще не прощаемся. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. На связи был Фир, Vortex. Всем пока.